Твоя азиатка и ваша самоизоляция. Ищем плюсы в отношениях с азиатками и продолжаем их находить. Сегодня мы поговорим про самоизоляцию в компании с азиаткой. Наедине с азиаткой. Любой мужчина с первых минут разговора с девушкой из стран Азии обращает внимание на огромную разницу с любым опытом общения с женщинами, что у него был ранее. Если девушка заинтересована, ты с первых секунд будешь поражен ее доброжелательностью. Как минимум с тобой будут просто приветливы. Этот момент важен всегда, и уж тем более, когда людей изолируют в квартирах. Ведь тогда тебе впервые в жизни приходится быть наедине с другим человеком в режиме 24/7. Я объясню, почему заключение в 4 стенах со своей азиаткой ты перенесешь с максимальным комфортом и без вреда для психики. Разводы в России уже почти 100%. И начнем мы нашу самоизоляцию не с Азии. В 2021 году в России за первые 5 месяцев по сравнению с предыдущим периодом зарегистрировано на 44% больше разводов. Почти 252 тысячи – своеобразный рекорд за последние 7 лет. Рост количества разводов коснулся всех регионов. За тот же период было зарегистрировано 267,5 тысяч браков. 94,3 браков распалось. Причем в некоторых областях количество разводов заметно превысило количество желающих брак заключить. За последние 10 лет тенденция такова, что разрыв между новыми браками и разводами непрерывно сокращается. Женится все реже, разводов все больше. Также стоит обратить внимание, что речь идет про официально зарегистрированные и расторгнутые отношения. Сколько пар просто сошлось и разбежалось, нельзя подсчитать даже приблизительно. Одной из причин резкого роста разводов эксперты называют введенный из-за пандемии режим самоизоляции. Многие люди перешли на удаленный режим работы и целыми днями сидят дома. Миллионы мужчин и женщин обречены на круглосуточное общение со своими партнерами. Конечно, непрерывный отрицательный рост экономики тоже имеет значение, но самоизоляция стала катализатором. В результате пары осознали, что своих партнеров они просто не выносят. Я уверен, мы прекрасно понимаем почему. С нашим менталитетом и культурой мы способны быть нон-стоп наедине только во время конфетно-букетного периода и медового месяца, который обычно 2 недели. А теперь азиатки. Про доброжелательность азиаток я уже говорил. И когда вы наедине 24/7, это действительно важно. Для азиатов вообще характерно умение погружаться в текущее мгновение. Быть здесь и сейчас. Они умеют отключаться от неприятностей и раздражающих факторов, не фиксироваться на проблемах. Ведь не просто так медитативные практики придумали именно в Азии. Азиаты привыкли к перенаселенности. В странах Азии плотность населения многократно выше, чем у нас. В результате самоизоляции для твоей азиатки не становится стрессовым фактором, она не начнет срываться на тебе по всякой фигне. Вежливость на уровне подсознания, умение сдерживаться и хранить при себе эмоции тоже играют свою роль. Переносить проблемы намного проще, если женщина не рычит по любому поводу. Азиатки в целом жизнерадостны, умеют расслабляться, наслаждаться простыми вещами. Например, что может быть лучше? Сперва пожевать что-то вкусное, потом согреться в постели и поспать. И такой оптимистичный подход характерен именно для женщин Восточной Азии. Там подобная ментальность на уровне генной памяти. Азиатки умеют сглаживать острые углы. Все мы прекрасно знаем момент в отношениях, когда из-за пустяка поднимается волна раздражения и хочется взорваться. Азиатки такой вулкан умеют гасить и в себе, и в нас. Ведь не для того было потрачено столько силовых нервов, чтобы какая-то пандемия все испортила. Оставшись наедине, можно спокойно заниматься своими делами и работать. Пока ты занят, азиатка сумеет сама себя занять и не будет мешать. Но скорее именно тебе потребуется умение чувствовать ее настроение и вовремя оставлять ее в покое. Для наших женщин сопоставим мировоззрение недоступно в принципе. Большинство может лишь предложить принимать их такими, какие они есть. И кстати, если придется высаживаться на необитаемом острове и тебе предложат выбор, бери с собой азиатку, ты и не заметишь, как пролетит время. С вами был Серпень, благодарим за просмотр, оставайтесь с нами и до новых встреч.